Ой-ой-ой. Так, надеюсь, меня в кадре видно. Приветствую, мои золотые, с вами Лиман Маклайм, и сегодня ровно год моему каналу. Действительно, сегодня день рождения канала Лимана Маклайма. 24 января 2024 года. Вот такое вот совпадение, друзья. Я не просто так выбрал эту дату, потому что сегодня, в 2023 году еще, вышло видео, с которого все началось, я вот так именно считаю. И сегодня я бы хотел поговорить про мои любимые коврики. Я попробовал немало их за этот год. Тут вот осталось, наверное, треть моей коллекции. И сейчас мы перейдем на другой ракурс, чтобы я рассказал вам о моих 3 любимых ковриков из вот этой всей стопки, короче. И, конечно же, для самых преданных подписчиков, в конце, в честь день рождения канала, я расскажу пару баек из моей жизни, поэтому оставайтесь и смотрите до конца. Приятного просмотра, заливайте себе что-нибудь вкусненькое попить, а мы начинаем. С днем рождения, Лиман, успехов тебе, счастья. Ну что ж, ребятки, для начала я хочу поговорить про розыгрыши на моем канале. Да, все верно. Вот этот коврик я разыграю у себя на Бусти среди подписчиков. Не забывайте, что для участия нужен минимальный уровень Мистер Голден. Каждый месяц будет розыгрыш каких-то ништяков, поэтому это и доступ для эксклюзивного контента какого-то, и также доступ к розыгрышам эксклюзивным. Присоединяйтесь на мой Бусти, друзья. И, конечно же, кроме этого, я разыграю данный коврик. Именно этот коврик я разыграю в честь того, что у меня на телеграм-канале уже 1000 подписчиков, даже уже чуть больше. В честь этого я разыгрываю данный коврик. Не забывайте переходить также в телеграм-канал и тыкать кнопку «Участие», подписаться и просто кнопка «Участвовать». Кстати, что прошлый X-Ray Pet Tour вот с такой эксклюзивной тянкой, эксклюзивный кастом принт, что Вайзовал Фукуроу, или как он там. В общем, эти коврики практически похожи по своим скоростным характеристикам. А теперь давайте уже приступим к моему топу. И тут в моем топе есть 2 коврика, помимо моих 3 любимых. Почему? Потому что я просто недооценил, насколько же кайфовый MGG Ultra Aerial Ace, который теперь еще и в супер красивых цветах, и мне безумно нравится Ultra Aerial Ace. Я реально недооценил этот коврик среди всей линейки MGG, и вот сейчас я вообще понял, что это такое. Мне очень нравится на нем трекать, у него прекрасный стоп, и понимаете, этот коврик раскрывается со временем, как какое-нибудь вино с годами, приобретает уникальный вкус. Этот коврик я рекомендую всем, он универсальный, подойдет под все практически сценарии в играх. Так что, если вы еще не знаете, что вам прикупить, то вот этот коврик реально недооценен комьюнити, сообществом, мной лично, и сейчас я говорю, что этот коврик достоин внимания, он очень похож на Хаято Отсу, и Хаято Отсу считается одним из самых крутых универсальных ковриков для всего, только данный коврик стоит практически в 3 раза дешевле. Будьте внимательны, подбирайте под свои нужды коврики, консультация у меня также есть на Бусти, и, конечно же, в моем телеграм-канале есть чат, где вы также можете поспрашивать у ребят. Однозначно рекомендую этот коврик. Реально недооцененный коврик 2023 года. Кроме него, наверное, я могу также еще отметить Spire Розану, но это довольно контрольный коврик, которого уже скоро не будет вообще в продаже. Поехали дальше. Только мы поговорили про универсальный коврик MGG Ultra Aerial Ace, как мы перешли к его как раз собрату, более дорогому, это Артизан Хаято Отсу, друзья. Это, по моему мнению, лучший коврик до сих пор. Лучший коврик 2023 года. Кстати, весь список топа с победителями в моих номинациях я выложу в описании
к этому ролику, так что туда тоже заходите, смотрите, там, короче, очень много информации в описании. Будьте добры, переходите туда. Этот коврик я реально считаю одним из лучших ковриков, которые у меня вообще были. Он максимально универсальный, максимально качественный и максимально приятный. Он такой достаточно шершавый. Если Ultra Real Ace такой более бархатный, то здесь такая приятная шероховатость. И вообще, здесь не такой сильный стоп, как в Ultra Real Ace, но при этом я прям полюбил этот коврик. Для статики, для трекинга, для таргет-свитчинга, для любой игры. Наверное, даже в тактикульных играх на этом ковре можно тащить. Да, все-таки там не так много аима, в том же Counter-Strike или Valorant, и там решает тактика и использование ваших навыков, именно как вы умеете играть в игру, знаете карты, знаете, куда кидать гранаты, и там нужен все-таки контрольный пад, более медленный, чтобы вам прощались ошибки аима. Но если у вас игры какие-то универсальные, то есть вы играете в одно, в другое, быстрое, медленное, тактическое, динамическое, Хаято Отсу, ребята, вот просто вот какой артизан купить? Хаято Отсу. Какой коврик универсальный купить? Хаято Отсу. На все у меня ответ Хаято Отсу. И советую вам подложку софт. Хотя я бы, наверное, даже на Xsoft поиграл. И теперь 3 моих любимых коврика. Господа, это Artisan, Raiden, Xsoft. Именно Xsoft. И это великолепие среди ковров, если вам нужно что-то в виде подушки. Реально, я прям провожу по нему рукой и чувствую просто вот уникальную плавность. Я чувствую, насколько он мягкий, то, что в него прям можно легко абсолютно вдавиться. И это ни с чем не перепутать. Это, наверное, один из самых мягких ковриков, один из самых легких ковриков и один из самых прилипаемых к столу ковриков, которые у меня вообще были. И по качеству он такой же кайфовый. Жалко, что он не какой-нибудь черный, а кофейно-коричневый. Да, вы не ослышались. Именно такой оттенок он имеет. И он, возможно, умеет загрязняться. Возможно, у некоторых людей проблемы с тем, что ловят какие-то болотные места. Но после стирки он становится абсолютно новым. Таким же свойства не меняются. И я очень люблю этот коврик. Вот когда он был у меня мейном, он до сих пор в моем сердечке, и он до сих пор в моем топе, хоть уже и не совсем мейн. Хотя, если мне нужен прям коврик, который чуть медленнее моих других любимых ковриков, и при этом я хочу ощущать вот такую мягкость, прям мягкость, понимаете, прям мягкость абсолютно. И хочу еще вдобавок из-за этой мягкости какого-то контроля более сильного, чем на других моих ковриках, но не терять свойства плавности ковра, потому что мне очень важно чувствовать, прям я люблю, когда коврик не сковывает мои движения. И вот это оно. Artisan Raiden, ребята, если у вас есть деньги, советую его среди быстрых ковриков, среди быстрых тканевых ковриков. Это прям пушка, я считаю. Реально, вот это один, наверное, из моих самых любимых ковриков. Да, вот топ-3. И это топ-3. Он на 3-м месте. Заслуженно. Это реально очень годный коврик. Именно для меня. Я его обожаю, потому что играю во всякие динамические игры по типу колды, там, Fortnite. Для всех таких сценариев мне он очень нравится, а играть в статику я на нем научился. В принципе, на быстрых коврах это реально, особенно когда у вас Xsoft подложка. Остается только подобрать какие-нибудь прикольные глайды, с которыми вы все нивелируете, и у вас получается такой прям крутой сетап. Поехали! Топ-2. И это опять-таки Artisan. На этот раз новинка от Artisan. И этот коврик также входит в номинацию «Самый уникальный коврик 2023 года», который, по моему мнению, реально самый уникальный в этом году. Это смесь стекла и ткани. И это очень гладкий, очень быстрый, на уровне стеклопадов коврик. Нереально быстрый. Я обожаю этот коврик за это. Если мне нужно прям где-то трекать максимально и поднять скор в Aimbeast при сценарии, где важно трекать, какой-нибудь smooth bot,
это вот этот коврик. Я просто достаю его, ставлю руку и понимаю, что сейчас я буду трекать как бог. Это прям коврик, который вот если Raiden вам дает какую-то все-таки подушечность, мягкость, то здесь просто максимальная плавность. Как будто вы вводите кожей по коже, у вас нет никакого сопротивления. Все, кстати, эти коврики из моего топа 3 не нуждаются практически в рукавах, хоть я их рекомендую, чтобы ковры ваши оставались чище как можно дольше. Вот, я играю сейчас без рукава, и это просто нереальный опыт. По плавности он похож на цисопад, друзья. Это практически стекло, только если вам не нравятся стеклопады, вот ваше решение. Прошло уже очень много, практически полгода. Коврик до сих пор не рассыпался. Я об этом рассказывал в своем обзоре, также кликайте, смотрите. На Artisan Raiden, кстати, тоже есть обзор на канале, тоже будет подсказочка. Это нереальный коврик, и этот коврик также на Xsoft подложке, чтобы можно было в случае чего просто вдавить и остановиться. А так я прям очень полюбил этот коврик, и по качеству артизаны также хороши тем, что строчка ниже поверхности, ничего не мешает вообще. Одни из самых качественных ковриков, но одни из самых дорогих ковриков, поэтому я не каждому советую данные ковры, когда есть тот же MGG у нас в России по вкусной цене. Не забывайте, кстати, подписываться и ставить лайк этому ролику, если хотите увидеть обзор на новинки от Mio Gaming Gear. Теперь приступаем к топ-1 ковру. Открыл я его совсем недавно, в январе этого года, и это Курасан Ниндзя. Это коврик очень похож на Шиденкай и похож на Хаято Отсу. То есть он очень быстрый, имеет очень твердую подложку, что мне не совсем нравится. Но текстура у него имеет такую шероховатость легкую, как на Хаято Отсу, только более гладкую, как вот Pulsar ES1. А Pulsar ES1 один из моих так-то любимых ковриков тоже. Я его держу у себя в памяти всегда, хоть я уже его продал, как бы сказал Тиньков. Блин, ребята, ну это реально, это очень кайфовый коврик, друзья. Мне очень нравится. Он чуть медленнее Шиденкая все-таки, но при этом он чуть быстрее, чем Raiden. И это идеальный баланс. При этом здесь очень стабильный глайд благодаря своей не пороновой, но твердой подложке. И это не обычная какая-то резина. И эта штука не прилипает к столу, как Alpha Cell у пульсара, который прям надо отлеплять жестко, как будто на клею. Видите, как он легко отходит? Прям абсолютно легко. Но при этом вы его вообще не можете подвинуть. Вот вы его положили, и все, он стоит, он приклеился. Но если вы хотите его убрать, вы просто приподнимаете, и все, он двигается. Это не то же самое, как подложка на артизане Xsoft, которая прилипает намертво, ее тоже надо отдирать и вот так переставлять. Здесь все очень легко, такая вот подложка интересная, реально. По качеству есть у меня только претензии к строчке, которая все-таки выше основной поверхности, но это из-за того, что здесь вот такой материал более твердый, который не прошивается по-другому. Однако такого коврика больше не будет. Скоро появится новая версия его, более улучшенная, с улучшенной строчкой, и вот тогда мы поговорим о Курасане для всех. В данный момент я также его рекомендую. Не знаю пока, буду ли я делать по нему отдельный обзор, потому что его нереально достать, но при этом этот коврик поразил меня в сердечко. И в статику прям очень хорошо играется. То есть я могу в любой момент остановить руку, понимаете? Мне безумно нравится этот коврик. Он быстрый, но при этом имеет свойства не как Шиденкай. Он по текстуре более приятный, что ли. Он не такой мыльный, вот, не такой кожаный. И при этом есть у него еще небольшая проблема, которая исправится во второй версии. Это то, что вот у меня вот здесь рука начинает потеть и прилипать к коврику. Я прям начинаю там прилипать как-то, нужен рукав. Однако это исправится, и в основном сейчас у меня рука сухая, потому что в комнате нормальная влажность теперь, все урегулировалось, и мне очень нравится. Ну и также мне нравится то, что здесь вот такой принт. Черно-белый, под мой черно-белый сетап, прям пушечка. Реально очень красиво. Претензии только у меня к тому, что логотипу вот это все нанесено термообработкой, термопечатью, а вот
рисунок внутри поверхности. И здесь мне, например, мешает вот эта часть. Там можно прям упороться в этот логотип, и это сильно мешает, когда вот я ввожу вот ковриком вообще по всей поверхности во время трекинга, и, блин, ну вот это реально место мешает. Почему они не убрали этот логотип под поверхность, не знаю. Больше претензий к нему нет. Если, конечно, вы также любите быстрые коврики, потому что это нереально быстрый коврик, ребята. Это прям нереально быстрый коврик. Вот примерно так и закончим, наверное, данный ролик. Надеюсь, вам все понравилось. Обязательно ставьте лайки и давайте перейдем уже к некоторым моим байкам. С днем рождения. Лиман, Успехов тебе, счастья. Итак, первое, что я бы вообще хотел рассказать, то что 2023 год изменил вообще все мое представление о девайсах. Я, конечно, когда-то полюбил следить за кастомными клавиатурами, потом начал смотреть на ковры, на мышки, но чтобы вот так все выросло в мой YouTube канал, я вообще не ожидал, и мы уже практически приблизились к 5000 подписчиков, за что вам огромное спасибо, друзья. Будет приятно, если мы добьем сегодня это число, добьем 5000 подписчиков после данного ролика, потому что этот ролик также считается юбилейным на моем канале. 150-е видео на канале Лимана Маклайма, друзья. И это очень приятно. Спасибо вам большое за поддержку. Я очень ценю каждого, читаю много-много-много комментариев, стараюсь каждому ответить, и очень приятно видеть то, что вы пишете столько приятных отзывов, что я начал помогать вам с выбором периферии. Это реально радует мою душу. А вот с чего я начинал вообще, я сейчас вам расскажу. Начинал я с легендарной мышки. Вы не поверите или поверите, да у всех эта мышка была. Afotec X7, друзья. Ну просто вот X7 с принтом Человека-паука из третьей части с Тоби Магуайром. Это просто пушечка была. Реально моя первая мышка, собственно заработанные деньги. Это было где-то в 5 классе, 2011 примерно год. Я купил X7 и сидел на ней аж до 2018 или 2019 года. Вы представляете? Ну нет, даже до 2000, возможно, 20. Нет, до 2019 года я сидел на этой мышке и думал, что лучше мышки не бывает. Потом я купил себе G102 Prodigy, и это просто... Это тоже была пушка и мышка, реально, то есть... Prodigy версия, она была хороша, у меня ни разу не было дабл-кликов, сколько бы не было проблем у Logitech, и потом они скатились с этой моделью мышки, но вот то, что я купил себе в 2019 году, меня полностью всецело устраивало. А потом, после этой мышки, все пошло таким снежным комом, что я перепробовал столько мышек, что теперь я сижу на GPX 2. Это просто, конечно, сюр, но да, столько перепробовал мышек за этот год, за 2023, и все равно вернулся к Logitech. В принципе, меня мышка всем устраивает. Также среди моих любимых Lamzu Torn и Pulsar X2, которые вы уже видели на моем канале. Да, кликайте по подсказке. Топ мышек как бы вышел чуть раньше, чем топ моих любимых ковриков. Все эти года до 2023 года, получается, когда я создал канал, у меня были коврики по типу того, что продают на Озоне за 800 рублей, либо же у меня был какой-то коврик от Z Gaming. А потом у меня появился X-Ray Pad Aqua Control Plus. И я очень рекомендую всем, кто только хочет перейти на нормальные коврики, ковры от MGG и ковры от X-Ray Pad, а именно Aqua Control 2, который очень универсальный по своей сути, и это уже просто классика, настолько, что это база, это бейс, понимаете? Вот этот коврик я рекомендую тоже всем, если вы можете купить его по вкусной цене. Я свой 100 на 50 сантиметров, да, палас целый купил за 3000 рублей, и
реально кайфовал с этого ковра, пока не устал его мыть и перешел на нормальные размеры ковриков 42 на 49. Или 50 на 50. В общем-то, среди клавиатур у меня все не так стремительно двигалось. К механике я пришел только в 2022 году, а до этого я сидел на всяких, ну, как бы вам сказать. У меня была клавиатура, которая до сих пор есть, она жива у моего друга. Это Logitech, только модель я, к сожалению, сейчас не вспомню. Но я ее покупал вместе с X7, по-моему. И эта клавиатура... Просто я ее обожал, включая за то, что у нее есть такая крутилка громкости. Там куча всяких приблуд было, всяких клавиш. А теперь я сижу на 60% кастомной клаве TOFU 62.0 с вертексами V1. Вот так вот, тоже такой сюр. Вот такая вот история моя, как я пришел к нормальным девайсам. Ну как к нормальным, к более-менее девайсам. Я не скажу, что у меня самый топ, но и не буду жаловаться. Теперь я собрал себе поистине endgame сетап, так сказать. Кстати, скоро выйдет также рум-турчик обновленный, там я покажу вам свое рабочее место. Так что также подписывайтесь и ставьте лайки. И пишите, конечно же, в комментарии, что у вас было первым девайсом. Вообще, вот что вы себе смогли позволить купить и сколько этим пользовались. И надеюсь, вам понравился ролик. Спасибо за просмотр, а с вами был Лиман Маклайн. Пока.